На Первом канале фигурное катание, и это чемпионат России в колыбели этого вида спорта в Санкт-Петербурге. Спортивные пары исполняют короткие программы, и в этом виде с самого начала сезона ключевым был технический вопрос. Пока одни сражались с параллельными прыжками и с уровнями в тодосах, другие штурмовали четверные выбросы и подкруты. Результаты на турнирах Гран-при оказались максимально непредсказуемыми. Молодые пары, вчерашние юниоры, заявили о себе, как, например, техничные и стойкие Щербинина и Петров, выигравшие серебро в Красноярске. Некоторые пары вернулись после травм и пропущенных сезонов. Чекмарева и Янченков завершили Гран-при в Омске победой, а многолетние лидеры Мишина и Галямов пока только набирают форму и обороты. Олимпийские призеры лишь вторые в обоих стартах Гран-при. Пары Мухартова-Евгеньев и Осокина-Грицаенко соревновались в творчестве и артистизме, трогая сердца зрителей, тогда как еще одна лидирующая российская пара Байкова и Козловский во главу угла поставила элемент ультра-си, четверной выброс, и справилась с ним. Мы ждем продолжения исторического чемпионского противостояния между действующими чемпионами, мощными Анастасией Мишиной и Александром Галямовым, и лидерами сезона бесстрашными Александрой Байковой и Дмитрием Козловским. Но на пьедестал рвутся сразу несколько блестящих пар, поэтому судьба медалей непредсказуема. Встречаем на льду участников первой группы. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Майя Шигай, Андрей Шадырков, Пермский край. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования в Санкт-Петербурге. Дворец спорта юбилейный принимает этот чемпионат России. Уникальное, кстати, сооружение, за которое в свое время архитекторы и инженеры получили государственную премию, потому что это было прорывное архитектурное решение для этого дворца спорта, который построили, между прочим, за 11 месяцев. Торопились к юбилею революции. Ну, а у нас здесь, не знаю, будет ли сегодня какая-то революция или все будет по накатанной. Очень сложно предположить. Мне кажется, что спортивные пары, максимально непредсказуемый вид в этом сезоне. Да, действительно, пары в этом сезоне штормит. И штормит невероятно. Меняются лидеры, меняются подиумы. Причем, казалось бы, одни и те же спортсмены участвуют на соревнованиях, но все всегда абсолютно непредсказуемо. И в этом сезоне уже были сенсации. Посмотрим, как пары подготовились к чемпионату России. Удалось ли им набрать эту оптимальную форму в этом сложном виде фигурного катания. Именно к середине декабря, к чемпионату России, уже пора бы начать нас радовать не только дебютантам, не только бывшим юниорам, но и нашим мастеровитым взрослым спортсменам-парникам. А откроют эти соревнования ученики Василия Великова, Людмилы Великовой и Дениса Лунина, Алиса Блинникова и Алексей Карпов. Молодые спортсмены, ей 17, ему 22, будут кататься под песню Фрэнка Синатры. И ждем от них начала, открытия этих соревнований. Вслед за ними выйдут на лед Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Тоже молодые спортсмены, встали вместе в пару всего полгода назад, может побольше, 9 месяцев назад. И уже заняли 2 раза по
5-е место на этапах серии Гран-при, но продемонстрировали интересные прокаты, интересные программы. В частности, они, смотри, мне кажется, что они не добавляли вот седины на волосы на предыдущих этапах. То есть сейчас еще и грима добавили, да? Они решили образ добить. Ведьмака Да. и так яркий в этом сезоне, так и прям говорили об этой постановке в кулуарах и на форумах болельщиков, в социальных сетях, что интересная находка. Ну вот теперь еще и волосы в седой подкрашивают специально для создания образа Геральта из Ривии. Работает с ними Виктория Шляхова в группе Нины Мозер, и хореограф Рамиль Мехдиев. И рядом с ними, рядом с Викторией сейчас Анжелика Крылова стояла. Она ассистирует тоже парень. Она хореограф. Она хореограф. Именно вот этих вот шедевров. Раз ты не узнаешь руку мастера, кто еще может такую Знаю, придумать я и программу? думаю, да, я как раз вот и узнаю. Анна Москалева, Артем Родзянов будут кататься вслед за ними. Тоже молодая пара. Ну, у нас тут первая группа участников. Жеребьевка проходит в том числе с учетом рейтинга. 17 лет Анне, 19 Артему. Ученики Артура Минчука, Санкт-Петербург, школа Тамары Москвиной. В понедельник, кстати, Анне Москалевой исполнится 17 лет. Анна учится в 11 классе, планирует поступать в университет Лесговта. Вот вся группа шикарная вместе с Тамарой Николаевной здесь. Да, Николай Морошкин и Артур Минчук, Тамара Николаевна Москвина, все в сборе. Майя Шигай, Андрей Шидерков. Следующие участники. Ей 19, ему 21. Также в призах они пока не были на Гран-при, 5-е, 6-е место, но пара интересная, такие у них мощные выбросы, шикарные. Шигай тоже петербурженка, тренировалась где-то у Великовых. Андрей учится в университете имени Лесговта сейчас. Кстати, все время звучит вот эта вот фамилия Лесгов, в честь которого назван университет. Немногие знают, что это вообще основоположник русской физкультуры практически. Это человек, который разработал научную систему физического воспитания еще в конце 19 века. Петр Францевич Лесгов, в честь которого и назван спортивный вуз в Санкт-Петербурге, где все учатся на тренеров, где преподает Алексей Николаевич Мишин. Есть кафедра фигурного катания. Да. И даже я когда-то поступал в этот университет, но не закончил. Не закончил или не взяли? Не закончил, я переехал и уже в Москве заканчивал. Отличником был. Хорошистом. Вообще я поражаюсь вот этим спортсменам, которые умудряются еще и красные дипломы получать. Федор Климов, да. олимпийский чемпион, золотой медаль школы закончил, Да, это с красным дипломом образования. Для меня какой-то абсолютнейший шок. Он не единственный у нас такой. Это очень круто. И то, как некоторые друзья, то, как некоторые умудряются успевать все. Ну, великие люди говорят, планируй больше, и будешь тогда и успевать больше. Успеешь только половину из запланированного, и эта половина будет все равно больше, чем у того, кто ничего не запланировал. В общем, лирику долой, и давайте ринемся в соревнования пар, которых ты так ждал сегодня, с 7 утра практически. Алиса Блинникова, Алексей Карпов откроют эти соревнования песней про любовь. Ну, так оно, собственно, и должно быть в парах. Пение Фрэнка Синатры будет сопровождать их катание. Ну и наше преимущество в том, что мы молодые и упертые, так они сказали в интервью, сами о себе. Вот когда они сосредоточены на катании, то у них прям очень многое получается. А сосредоточиться здесь очень сложно, потому что вот какая-то суета, зрители, камеры, это летает на стадион. Давайте, ребята, у вас все получится. Everybody loves somebody sometime.
Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now for someone like you. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Ну, вот такое вот не самое гладкое начало в соревновании спортивных. Ну, обидно. Такие они вот какие-то славные ребята, такие выбрали такую, ну, какой-то мягкий вход вот эти вот короткой программы, да, начали вообще в любые здорово. соревнования, Подкрутку да, и просто подкрутку, шикарную кстати, сделали и на скорость. 4-й уровень, на хорошей скорости. Очень качественный элемент. Видно, что владеют они всеми парными элементами. Ну, пока вот что-то не получается все собрать вместе в рамках одной программы. Хотя в этом сезоне чисто короткую программу ребята катали на 2 стартах к ряду. И я их только, короткую программу только и делал, что расхваливал. Такой старт серьезный. Расстроена партнерша и Василий Романович говорит, нельзя, нельзя, сейчас плакать нельзя. В раздевалке поплачем. Спокойно, спокойно. Придет время. Мил Георгиевну успокаивает. Ну, ты знаешь, такое успокоение, так спокойно, спокойно. Так, Авторитет. авторитетное И здесь успокоение. работает. Никаких Но в то же время нежностей. придет время, все сделаешь. Действительно, главное, чтобы это время пришло. Красиво Посмотрите, летит. какая подкрутка. С хорошей амплитудой, с хорошим шпагатом, ловлей. Все здесь было. Повторяют и повторяют нам этот элемент, потому что действительно это самый, наверное, яркий, красивый элемент этой программы. Выброс тоже просто огромный, пролетный, высокий, но, к сожалению, немножко как будто перекрутила даже партнерша этот элемент и упала на холодный лед. А здесь уже партнер поддержал свою партнершу, Да, в в плохом кавычках, смысле и слова, да. тройной тулуп тоже не получился у Леши. Хотя так трогательно поддерживали дети, видимо, которым уроки какие-то фигурного катания уже Алексей преподает. Алексей Сергеевич удачи держали баннер. Было так трогательно, но, к сожалению, сегодня не получилось. Сейчас посмотрим, от чего мы будем отталкиваться. Конечно, 2 падения в короткой программе, в технической программе. Это очень и очень много. Потери огромные, колоссальные. В произвольной будет очень тяжело выгребать после такого проката короткой программы. А почему Тодда с 1-го уровня совсем? Потому что не сделали черты сложности, предусмотренные для исполнения этого элемента.
взяли только одну черту, а нужно выполнить 4. Я так думаю, что взяли только оборот, один оборот партнерши. Ну, 4-й уровень прошла подкрутка, поддержка и заключительное параллельное вращение. Исполнение короткой программы. Плюсы небольшие, хотя ну, за подкрут хорошая оценка, балл 29 в плюс. Ну, 53 балла, наверное, не то, что они хотели набрать, но На лед приглашаются Все будет. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Одна из самых атмосферных программ в сезоне. Выбор фэнтезийной тематики. Довольно удачный ход для привлечения молодой аудитории. Да и просто попали в точку и по пластике, и по имиджу. Тут еще и грим добавили. В общем, удача тренерской группы Нины Мозер, где работает Виктория Шляхова. Хорошо работает. Чуть-чуть опять не успели с завершением катания. Не знаю, будет ли это перекат или Ну, нет. посмотрел я на таймер, он был установлен ровно на 2:50. Это как раз та критическая отметка, в которую нужно уложиться. Значит, Поэтому уложились. если секундомер, который был нажат в руке у рефери, будет больше, то ребята получат понижение 1 балл, будет балл deduction за перекат музыки. Но то, что было на нашем замечательном медиаклубе, о котором отдельно можно поговорить, это Да. действительно настоящее произведение. Это классно смотреть повторы. На нем даже как-то лучше мне видно, чем на наших маленьких мониторах здесь комментаторской точке. Ребята молодцы. Ребята Да, откатали большие. чисто короткую программу. Уже 3-й раз в сезоне. Это говорит о том, что ребятам нравится то, что они делают. Даже улыбался, даже образ дал.
Образ дал, да, действительно, образ действительно крутой. Это очень популярная сага. Не только сеть романов Анджея Сапковского «Ведьмак», но и сериалы, компьютерная игра. То есть это целый мир Ведьмака, который очень популярен во всем мире. И в этом году вышла книга новая, еще одна последняя. И тоже ее просто не купить на маркетплейсах, потому что я хотел ее купить. Ты сам следишь, что ли, для детей? Нет, я читал всю сагу и когда-то, несколько лет назад. Понял. И хотел, конечно же, и новую тоже прочитать, но вот надо задаться Ридбергер вопросом. сделали, Да, ребята. это, кстати, надо отметить, потому что Ридбергер — это вам не Сальхов и не Тулуп, это очень сложный параллельный прыжок. Еще не так все вместе пары его сделали, выполняют. Да, и синхронно. ребята его выполнили, так же, как и выброс тройной флипс с небольшими надбавками. Что бы я посоветовал ребятам, немножко поработать над выездами из элементов. Да, элементы сделаны, но их можно продать подороже, посыпать золотом, посыпать надбавками от судей и сделать более красиво, более четко выезд из прыжка и получить не чуть меньше балла надбавку, а может быть балла и 1,5. То же самое касается выброса. Хороший совет. Но ведь, видишь, на Ридбергере поставили даже не докрут, вот минимальный Q. Ну, как мне кажется, к он сожалению, немножко неудачно у ребят стоит тоже по программе. Он довольно далеко от Я вот тоже не точки, заметил, где честно снимают говоря. для повторов, то, чем руководствуются техбригады. Да. Он довольно далеко стоит. Вот мне по следу сейчас, я вот прям вижу на льду и приземление партнерши, и партнера, и абсолютно... Да я вот да, сейчас в замедленном такой. повторе смотрел, мне тоже показалось, что абсолютно нормально. Ну, Просто, опять же, этот нечеткий выезд, он тоже ввел в заблуждение. И так довольно далековато, конечно. слушай, ну как они скатались? У них все элементы абсолютно синхронные. Да, вот все хорошая пара. вращения, Классно прыжки. получилась пара. Ридберг меня просто поразил, насколько они его синхронно сделали. Там уже докрут, не докрут, это второй вопрос. А прям как единое целое. Молодцы. Хорошая оценка. Поздравляем. На лед приглашаются Анна Москалева, Анна Москалева, Артем Родзянов. Санкт-Петербург. Праздничный месяц для ребят. Декабрь. Оба родились в этом месяце, но понимают, что жизнь состоит не только из подарков. Все надо брать самим, поэтому они такие стремительные, неоднократно меняли свою жизнь, взлетали, падали, снова взлетали. Успеха на новом витке в школе Тамары Москвиной, где они тренируются у Артура Минчука. I love you so, hey, that's what you say. You told me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. The fire will spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. You're falling apart, you're living it wrong. 'Cause my love's on the moon and stone. So you better run away, baby.
Анна Москалева, Артем Радзянов. К сожалению, не блещут вот стабильностью в этом сезоне, хотя некоторые вещи вдруг получается так, что мы аж прям ахаем на комментаторской позиции, как, например, Да, сегодня выброс. Так, прям Первый перед такой нами. взрослый сезон у этих ребят. До этого в юниорах выступали. Там двойной аксель в короткой программе. И, видимо, там все получалось. Здесь чуть посложнее, уже тройной сальхов. И пока никак не вкатают ребята. Но в целом, какой был классный выброс. Вот это выброс, который должен быть судьями отплюсован, потому что невероятный просто Еще мне нравится, в каком пролет, месте он был высота и сделан. приземление. Чисто по-зрительски, прямо напротив судей. По-моему, очень эффектно там прыгать выброс. Но вот у них... Как я хотел сказать, тоже жалко, что не поддержала выезд. Ведь такой шикарный был выброс, можно было постоять. И тут же Вот. Артур Леонидович говорит Да. в послесловии своем к этому прокату: куда ты после выброса так побежала? Ведь классно сделала. Мыслим одинаково. Недаром, что мы Леонидовичи оба. Ну это же вот эта торопыжность, это же главное, ну то есть одна из самых Да, вы известных посмотрите бед вот на этот юниоров. выброс. Ровненько, шикарно, классное приземление. Ну стой, катись, продавай этот элемент подороже. Покажи, как ты комфортно себя чувствуешь. Успокойся дополнительно, выйди, там сразу прыжок после нескольких шагов, да, выйди на него в более спокойном состоянии. Ну, это нервы тоже, правильно? В Омске у них обратная была ситуация. Они, наоборот, с выброса очень болезненно упали, но потом сделали прыжок. Ну, нестабильно. Да и с Тодоса даже ребята падали в этой короткой программе. Кто не падал с Тодоса Поэтому в этом году? Не, ну все не равно будем строго судить. Всё видно, равно что это все раскочегарились к чемпионату России. Это уже не самое простое это дело, переход из другое юниоров во катание. взрослые. Это правда. Еще когда растешь, и организм меняется, взрослеешь, психосоматика меняется, все это гораздо сложнее, чем в том же одиночном катании, где ты один и сам себе воин в этом ледяном поле. Здесь все-таки двое, и совместить это очень и очень непросто. Успехов ребятам, удачи. Тренерский штаб у них мощный. За исполнение короткой программы Анна За два Москалева. элемента они получили минусы от судей за, естественно, падение Сальхова и за финальное вращение, которое в разнобой совершенно прошло. К сожалению, набрали только 57 баллов и занимают пока второе место. На лед приглашаются Майя Шигай, Майя Шигай и Андрей Шидерков. Пермский край. Очень хороши они вместе, настоящее у них парное катание, такой диалог, приправленный эффектными элементами и мощными выбросами. Еще один дуэт, добившийся многого на юниорском поприще, и вот ищут выход на новые горизонты. А конкуренция в Перми запредельная. Огромное количество пар из Перми у нас выступает.
Майя Шигай, Андрей Шидерков поддерживают друг друга после проката. Почти на самом все деле получилось. это для них лучший прокат в Хороший, сезоне. да. Потому что на 2 этапах серии без прыжка абсолютно ребята были. То есть срывала Майя тулуп. Здесь начали, сделали, побороли они до тройной тулуп. Но выбросы, с которыми у Майи вообще проблем не было Вот, на сегодня протяжении все всего наоборот. сезона. То Да. есть Небольшая выброс, который ошибочка была получался, допущена. Такая вот. сегодня не пошел. Слушай, ну Ложка вот дегтя я в не бочке помню, мы меда. говорили об этом или нет на одном из стартов. Ну, мне кажется, эта музыка не помогает этим ребятам. Да, и, честно говоря, и восприятие тоже сложно. Сложно. И взрослым, я имею в виду, ну, прям уже совсем опытным спортсменам было бы тяжело такое откатать. Молодые ребята, им бы что-нибудь позадорнее. Нет. Ну, и главное дело, не то, что я лезу не в свое дело, просто интересно мнение. Ну, честно, я с тобой соглашусь. Как будто бы можно поинтереснее было сделать ребятам постановку, но Ну, пока так. в пока этом так, да. сезоне. Может быть, была цель сделать чистую программу, чтобы Может. музыка не отвлекала, чтобы не входить в образ. И Ну вот да, была, кстати. Да, такая стратегия. Это же каждая постановка, это и стратегия в том числе. Ну, небольшой недокрутик, наверное, найдут все-таки у Майи на этом элементе. Мгм. По крайней мере, мне его видно. Все видно. Подкрутка, уровень 2. И видим мы это в нашей новой графике. Специально для чемпионата России разработанный, чтобы не просто мы голословно выставляли уровни спортсменам, а чтобы и вы, дорогие наши телезрители, могли видеть решение судей по тому или иному элементу. И вот как раз выброс флип, высокий, пролетный, классно всегда получающийся, но Черкнул на еще жесткую ногу ногой. немножко приземлилась, не смягчила коленом приземление Майя и коснулась льда руками, что, конечно же, судьями будет отмечено и наказано как понижение стоимости элемента. Довольно уверенно была выполнена поддержка. Тодос на уверенный 3-й уровень. И даже с надбавкой от судей. Ну, то есть заметное улучшение по самым Ну, вот если разным бы сделали аспектам. выброс, который, в принципе, Вообще не было составляет здорово. труда, и на разминке классно получался, то вообще могли бы этот, конечно, прокат в актив себе занести ребята. Это был бы лучший прокат сезона. Но тут вот немножечко все-таки вот эта шероховатость смазала общее впечатление. Но мы видим, что не так сильно ребята расстроены. на пилоте и флип до минуса, как круг 2, Тодос 2, да, вот За исполнение короткой программы Майя Шигай, Андрей Шидерков набирают 58,19 балла. На данный момент Они занимают второе место, обогнав Анну Москалеву и Артема Родзянова на чуть больше, чем на полбалла. Впереди следующая разминка, следующая группа участников. Встречаем на льду участников второй группы. Вероника Миренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена разминка. Вторая группа участников уже зашуршала коньками по льду, понеслись вперед в своей подготовке к старту.
Открывает это катание Вероника Меренкова, Даниль Галимов. Как они сами себя называют. Веселые и заводные, с хорошей доброй энергетикой. И, как говорит Вероника в интервью, стараемся передать это зрителям. Те самые спортсмены, которые тренируются в Сочи у Федора Климова, Софьи Евдокимовой, Ксении Ахантьевой. И та самая Вероника, которая увидела когда-то Максима Тронькова на Олимпийских играх и полюбила этот вид спорта и уже больше с ним не расставалась. Хотя с детства каталась на горных лыжах. Представляют они Краснодарский край. И не забрались на пьедестал на этапах Гран-при. Чуть-чуть не хватило местечка для них. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Красивая статная пара. Ей 19, ему 23. Ученики. Вообще 5 пар у Слюсаренко и Закроева на этом турнире. 5 пар. Это просто какой-то триумф количеством у пермской школы. Пермской Абсолютно. школы. Еще ты тут сидишь. Комментатор из Перми, тренер из Перми Виктория Шляхова, которая выводила Хадыкину Бутенко на лед. Да. Виктория Шляхова тоже пермская парница в прошлом. Засилие какое-то. Что Нас у вас там много. происходит? Что у вас там какая-то трава особенная растет? Капустина ходит нас. Солнышко светит пермское. Парников. О, пчелки! У нас тут полстадиона в пчелиной одежде. Да, это болельщики Елизаветы Пасечник Пасечник, Черезано. Дарио Черезано. Но Остались ходят и на на парное пары, катание. Не только танцами едиными. Юлия Наше Артемьева и фигурное Алексей катание Брюханов будут кататься следующими. Тоже пермские ребята. Ну вот они как раз в Магнитогорске и в Казани были третьими. Причем в произвольной оба раза были вторыми. То есть им бы подтянуть короткую программу, получается, и тогда можно ринуться. Но на самом деле там по-разному складывалась ситуация. Где-то кто-то выстреливал, где-то кто-то отваливался. Так они, сами Юля родом из Казани, Алексей из Санкт-Петербурга, то есть местный спортсмен. Но вот, видишь, все в Перми работают. Центр притяжения настоящий. Таисия Щербинина и Артем Петров. Ей 16, ему 21. Тоже Пермь. Они в Красноярске были даже вторыми. Причем не абы за кем, а за самим Байковой и Козловским. Серебряные призеры первенства России среди юниоров 25 года. То есть прям с корабля на бал, что называется. В первом же взрослом сезоне получают такие награды. Таисия совсем недавно выступала в одиночном катании. И общеизвестный, но все же интересный факт, как она на российско-китайских молодежных играх сначала победила в качестве одиночницы, а потом уже и в качестве парницы. Артем тоже пытался не сразу переквалифицироваться в парника из одиночника, возвращался все в сольное выступление, но потом, когда свела его судьба с Таисией, то стало ясно, что нет других вариантов, нужно Такую вместе идти партнершу вперед. упустить нельзя. Это да. А ведь она еще увлекается вязанием и рисованием. Очень ребята ценят поддержку зала. Рассказывали в интервью в Красноярске, как у них каждый элемент получается лучше, когда чувствуют поддержку. Ну и в том числе не зазнаются, да, говорят, это наш первый взрослый сезон, и мы его начали с медали. Это мотивация и аванс. Надо работать дальше. Хотим доказать, что можем бороться с лучшими, с сильнейшими.
Юбилейный практически полный сегодня, а сегодня всего лишь четверг. И, конечно же, абсолютный аншлаг ожидается на последующих днях, насыщенных. Сейчас вот какая-то спокойная обстановка уже на разминке. Типа все размялись, да, и так докатывают. Синхронизируясь с тренерами. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Закончилась разминка, и впереди первые участники в этой группе. На лед приглашаются Вероника Миленкова, Даниил Галимов. На льду Краснодарский чемпионат край. России по фигурному катанию. Победители юниорских соревнований, включая финал Гран-при, Вероника Миренкова и Даниил Галимов. Приехали они в Санкт-Петербург из Сочи. И вот расскажут они нам о зиме в программе на музыку группы Балморе. Вот почему спортсмены из Сочи и музыканты пост-рок-группы из Техаса знают о зиме больше, чем простые питерцы, я не знаю. Снегом на улице не пахнет. Большим вкусом поставлена эта программа. Такая она Браво, браво, ребята. элегантная. Молодцы. Очень Так здорово уверенный вход в откатали. этот сезон у ребят. И хвалил я их на протяжении серии Гран-при. Короткую программу катают чисто. И даже вот Алексей Ягудин, неискушенный в парном катании, сидя рядом с нами, аплодирует этому дуэту. Действительно, очень классная программа. И символично, что супруга Федора Климова, Евгения Тарасова, выступала тоже под эту музыку, только в произвольной программе. Когда-то мы на чемпионате мира завоевывали серебряную медаль.
с этой программой. Хорошая музыка и тоже непростая, но вот как-то ребята с ней справляются. Держит прям зал, напряжение в зале. Молодцы. Молодцы, говорит Федор. Хорошо. И это действительно было хорошо, со вкусом. Как будто вначале так убаюкивали, а потом так красиво поехали и начали кататься. Молодцы ребята. Немножко в дорожке так поспотыкались, наверное, потеряют На то она и уровень. дорожка. А в целом, конечно, это только искушенному специалисту заметно. Для зрителя вообще все было идеально. Хороший подкрут 3-го уровня. Добавить шпагат и будет 4-го. Или руку над головой во время вращения партнерши. Элемент еще точно будет дорабатываться. Выброс флип. Немножко так я напрягся на приземлении, дрогнула нога, но тем не менее на одной ноге все четко удержала партнерша этот сложнейший выброс. Молодец, Вероника. И Сальхов тоже часто судьи не докручивают им этот элемент. Вот интересно, что сегодня поставят. Отсюда от нас, с нашего ракурса, как будто бы было чисто. Ну, даже вроде нет у них никаких вопросов по протоколу. Очень красивая поддержка. С хорошими проходами, с хорошим покрытием льда у партнера. Гладко выполненная. Тодосно уверенный 3-й уровень, тоже с хорошими плюсами. Пытался 4-й оборот досидеть Даниль, но вот чуть-чуть рано он тут положение циркуля, в котором партнер находится, покинул. И не поставили 4-й уровень за этот элемент судьи. Выдохнули после проката ребята, потому что действительно напряжение колоссальное. Первый для них чемпионат России, дебют. Привет маме, папе, всей семье, Юлечке. Софья Геннадьевна, Дмитрий Николаевич, все наши ребята из группы, всем привет. Исполнение короткой программы Вероника Перенкова, Даниил Галимов набирают 65. По-моему, довольны они этим результатом. Да? 65 баллов. И по Это всем, рекорд на сегодня, сказал Даниил Галимов. по всем фронтам обошли своих предыдущих конкурентов. На лед приглашаются Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Пермский край, Республика Татарстан. Тоже пермские спортсмены. Она из Казани, он из Челябинска. Их программа «Je suis malade» звучит совершенно потрясающе, когда они выполняют все заявленные элементы. Настоящее чувство не скроешь. Недаром на Гран-при в Магнитогорске они даже лидировали после короткой. Чуть-чуть не хватило для победы. Rêve plus, je ne fume plus, je n'aime même plus l'histoire. Je suis là sans toi, je suis seul sans toi, comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, elle cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en capitaine. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais d'où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cet Je suis malade,
quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Ton temps, je suis malade. Ну что ж, еще одно шикарное катание. Сегодня вторая группа участников прямо радует нас своими короткими программами. Опять безупречно, чисто, очень хорошо по уровням. Все должно быть, потому что и подкрутка 4-го уровня – это один из коронных элементов этой пары. Тройной выброс флип шикарно был выполнен. И даже дорожка на 3-й уровень. Молодцы ребята. Сегодня здорово. И хочется еще и Лизу поздравить с днем рождения, между прочим. Сегодня у нее праздник, и она дарит себе такой вот подарок. Чистую, короткую программу. Ну, чем не подарок? Подарок. Умнички. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Элегантные костюмы такие, подчеркивающие их татуированность. Самые такие. Вот здесь, кстати, молодец Артем, потому что вылетел не очень он ровно в этом тройном тулупе, но тем не менее не отпустил элемент, поборолся и спас его буквально. Потому что могло все закончиться не так здорово. Шикарная подкрутка, как я уже сказал, уровень 4. Хорошая четкая ловля в талию. Хорошая амплитуда полета, шпагат, шаги, предшествующие подкруту. Все здесь было. И посмотрите, то, что я говорил, продать подороже элемент. Приземлилась и выезд. Шикарный, зафиксировала, проехала, показала. Судьи отплюсовали. Не надо торопиться и никуда бежать после элемента. Это при том, что можно было, конечно, заволноваться, да, во время исполнения этого выброса, но вот довести до конца, так, конечно, только мастера умеют. Тоже качнулся на дорожке Артем, но, тем не менее, хватило им набора шагов для того, чтобы получить 3-й уровень. Ну да, и только и Тодос судьи... 4-го уровня тоже. Ну, все классно. Тут и вращение 4-го. Все выверено было абсолютно. Если бы еще на дорожке не качался, может быть, тоже бы 4-й получил. И вообще была бы по технике шикарная просто оценка. Да? Слава Богу. Да, это очень слаженная, очень красивая, очень артистичная, стильная, драматичная, какая угодно программа, конечно, которая является украшением любого турнира. Сегодня они большие молодцы. Набирают достаточно баллов, чтобы лидировать сейчас. С преимуществом в 5 баллов перед Миренковым-Галимовым, но не перед ними. Им нужно преимущество перед другими конкурентами. И пермяки сменяют пермяков. Еще одна пара из этого региона. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Тоже родились в разных уголках страны, но Пермь притягивает. Есть там вот какая-то соль, суть, страсть. Такое впечатление, что целый выводок спортсменов на низком старте, чтобы строем пойти в атаку на первое место.
Эх, Неожиданно. Леша, ну такая была программа, ну так классно все получилось. И смеются ребята, потому что, ну действительно, когда ты ловишь зубчик, спотыкаешься за линию, как мы это называем, нарисованную на льду. Это, конечно, стоит очень дорого. Это стоит целого балла понижения и понижения оценки за дорожку. Ну зачем же так было делать? Падение на дорожке. Тут не баллы, да, потому что это все-таки дорожка. Это не то, как ты тогда упал, просто после выброса разбежался. Да, я тоже Давно. спотыкался за линию. Да кто не спотыкался? На чемпионате мира. Да. Но здесь, конечно, да. Потому что, ну, шикарный был абсолютно прокат. Все элементы были здорово сделаны. Но, может быть, вот ребята и тоже, в свою очередь, ощутили вот это какое-то, что все идет хорошо, и немножко ослабили Могли на нерв. первое место замахнуться пока что из тех, кто выступил, но не дотерпели. Да. Неожиданный элемент в танце сарабанда, под который они катали свою короткую, но красивая пара. Классная, какая у них произвольная, вообще волшебство. Это я так, для затравочки, чтобы обязательно произвольно посмотрели парного катания. Действительно, очень хорошая постановка. Посмотрите, опять же, какой выброс и выезд. Здесь еще и хореографию добавила в конце, видите, руками так работала. Все это судьями оценивается. Ну, как ты любишь говорить, это Пермь. Да, это бренд Выбросов. шикарный. Тройной сальхов параллельный. Это очень красиво. Эффектный вход в поддержку. И сама по себе, конечно, это позиция очень красивая. И вот сейчас, внимание,
сейчас произойдет вот это как раз досадное падение. Вот спотыкается Леша зубцом об лед, падает, теряет равновесие. Именно поэтому, конечно же, это падение, это минус балл, и будет он отражен в протоколах. То есть вот это, конечно, допускать было нельзя. Ну и Тодос тоже оценен уровнем 3, поэтому оценка техническая тоже будет ниже, чем у Грицаенко и Осокиной. Ну, тут все по делу. Хотя, повторюсь, могли ребята навязать борьбу. Глупая, нелепая ошибка, но тем не менее ошибка. Ну, с другой стороны, они все равно навязывают так или иначе эту борьбу. Просто они могли бы опередить Осокину, Грицаенко, а сейчас они им 2 балла проиграли. Вот именно эти 2 балла, ну, наверное, чуть побольше, там, да, 2,5-3, вот они и потеряли. То есть борьба-то она навязана, но немножечко с другим результатом, нежели хотелось бы. Таисия Щербинина и Артем Петров. Еще одни пермяки, дебютанты, юниоры-рекордсмены. Еще одна красивая пара под руководством Слюсаренко-Закроева, Тудвасевой и лунная соната в эпической обработке Wall of Noise. Ну что ж, еще одни дебютанты чемпионата России. Еще один пермский дуэт. Уже 3-й к ряду в этой разминке. В этой разминке открытый чемпионат Пермского края получился. К сожалению, не все получилось. Мы наблюдали за этой парой во время тренировок утренних. И не получался у них параллельный тройной Сальков. Именно в этом месте, в этом углу, где вырезан борт, немножко ребята боялись вот этого вылета за пределы катка, как объяснил мне впоследствии Павел Слюсаренко. Но, тем не менее, здесь получилось. А коронный элемент для пермяков выброс, к сожалению, был выполнен с ошибкой. Ну что ж, дальше больше. Могли ребята пошуметь
абсолютно точно на этом чемпионате России, как они это уже делали на этапах серии Гран-при. Но короткая программа так шатко была выполнена, прямо скажем, без должного мастеровитого лоска. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Что же скажут тренеры своим спортсменам? Хода мало на выбросе. Сразу же разбор ошибок. То есть нельзя давать спортсменам спуску, нужно сразу разбирать, да? Ну, каждый так спортсмен или как? индивидуальная личность, и каждый тренер индивидуальная личность, поэтому подход ко всем разный. И сегодня так, ничего не поделаешь. Это первый чемпионат, но надо делать выводы. И мы знаем, как ребята умеют собираться на произвольную программу. Так было на этапе в Омске, где ребята после, можно сказать, провальной для них короткой программы так здорово реабилитировались и почти ворвались в тройку лидеров. Чуть-чуть, там буквально сотое не хватило им, чтобы подняться на пьедестал почета. Заняли только 4-е место. Да, но тем второй не менее, по произвольной. Да, но тем не менее, когда ты второй на одном из этапов, на первом для себя в жизни, потом еще и цепляешься за тройку на следующем этапе и, в принципе, довольно неплохо катаешься на чемпионате России. Вот та самая ошибка, которая, наверное, сейчас будет такой роковой для этих ребят в оценках за короткую программу, потому что, конечно, впечатление было испорчено. Когда ты такой молодой, юный, тебе именно нужно вот этой мастеровитостью, вот этой стабильностью брать, четким выполнением элементов. Сегодня, к сожалению, у ребят этого не было. Конечно, более старшие товарищи предпочтительнее выглядели сегодня. В пермской группе тренеров, мне кажется, можно с номером уже выступать отдельным. Это то, как они следят за выступлением своих спортсменов. Слушай, ну ведь вот что интересно, мы на протяжении всего сезона, вот ты очень же волновался, как вот пары, одно у них не получается, другое. А посмотри, какой шик сейчас у нас на чемпионате России. Практически все получается вот за какими-то малюсенькими. Ну, все равно есть помарки, есть срывы. Да. Я все-таки буду скептиком пока что. Будешь? Хорошо. Я буду тогда все равно оптимистом. Ничего ты со мной не сделаешь. На третьем месте они сейчас, но практически идентичный результат у Таисии и Артема с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Пока что впереди Осокина и Грицаенко. Объявляется технический перерыв для подготовки. А впереди льда. заливка льда. Затем соревнования продолжат участники третьей группы. А также наша студия будет работать во время заливки, потому что Евгения Медведева и Алексей Ягудин ждут разговора о том, что же здесь происходит. Мы все так возбуждены и заинтересованы, да, тем, как соревнования у пар проходят, но абсолютно непредсказуемое, но такое увлекательное. Итак, Алексей Ягудин и Евгения Медведева сейчас растерзают Максима Тронькова. Завершились две разминки коротких программ парников. Было интересно, было необычно, было много разного, от прекрасных прокатов до досадных ошибок и даже падений. Но очень многие из таких ошибок сегодня вызывали только улыбку. И наш специальный корреспондент Игорь Прудников поговорил с некоторыми ребятами и узнал вообще, какие у них эмоции от первого соревновательного дня. Давайте посмотрим интервью с Елизаветой Осокиной и Артемом Грицаенко. Ребят, улыбнитесь, я вас прошу. Вы молодцы. Вы полностью отдали себя на льду. Но прежде чем говорить о том, каким получился этот прокат, какие были элементы, хочется поздравить красавицу Елизавету Осокину с 19-летием. Пусть фигурное катание Лиза Востока радует. А вы нам расскажите, каково это встречать такой важный день на льду на чемпионате России? У меня особо выбора нет. Я каталась сегодня максимально с душой и оставила вот все, что было на льду. То есть максимально... Эмоционально. Да. Так, наверное, я еще не каталась. Я
потом хотел это спросить, но раз уж вы начали об этом говорить, спрошу сейчас. Было ощущение, что то ли вы оставили физически все силы на льду после проката, то ли эмоционально выплеснули все. То есть, получается, это второй вариант? И одно, и второе. То есть от начала до конца на максимум все, что было, оставлено. Все-таки, да, полгода уже прошло с начала сезона, можно сказать. Поэтому форма пришла, точнее, максимальная, которая есть. А эмоционально, конечно, нужно себя перебарывать и стараться, на подъеме дальше кататься. Поэтому эмоционально, мне кажется, более тяжело, чем физически. Если говорить про технику, про элементы, чем вы лично больше всего довольны в сегодняшнем прокате? Больше всего довольна. Наверное, выброс вот хороший был. Да, кстати. Подкрут тоже хороший был. Единственное, вот этот тулуп чуть-чуть на выезде я подстраховала. Нервный. Да. И твизл чуть-чуть у Артема. А все остальное выполнено на максимальные. Еще распечатки не видели, но... Посмотрим еще, да. Увидим. Но очевидно, что чемпионат России – это такой важный старт, что как бы ты ни выступил в короткой программе, хочется прибавлять и прибавлять в произвольной. Есть ли ресурс? Ресурс, конечно, есть. Мы же закладывали специально подготовку, да, так, чтобы нас хватило. И мы отдали все 100, 120, 150% на льду. Именно как раз на два соревновательных дня. Поэтому... завтра еще день перерыва. Да, выдохнем немножечко и, в принципе, можно опять работать. Выдыхайте, вы молодцы. Желаю вам еще улучшаться, желаю чистого проката. Лиза, еще раз с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Собственно, и мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Сегодня день рождения, напоминаем, у Елизаветы Осокиной. Вместе с Артемом Гриценко на данный момент они возглавляют турнирную таблицу. Но, наверное, сложно нам с Женей Медведевой говорить о нюансах, о том резерве дополнительных сил, который присутствует в той или иной пары. Потому что, мы всегда были ответственны только друг за друга, сам за себя, когда ты на льду. Но все о парном катании нам сейчас поведает двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Позади 8 пар. Первые впечатления? Какие у меня первые впечатления? Конечно, вторая разминка – это уже очень и очень интересно, и это очень и очень хороший уровень. Отмечу как и сочинскую школу парного катания под руководством Федора Климова, так и Павла Сусаренко из Перми, который аж 5 пар подготовил на чемпионат России. Они все отобрались. Это, как я считаю, огромная победа. Пермская школа парного катания, ее представлять лишний раз не нужно. Действительно, очень много и тренеров, и спортсменов представляют ее. Конечно, классная, короткая программа была прямо мастеровитая, выверенная у Осокиной и Грицаенко. Настоящий подарок Лизе на день рождения. И Артем особенно его сделал, потому что тулуп у него такой был аварийный. Аварийный. Но, тем не менее, он не отпустил, видимо, думал о том, что не могу я такой день испортить своей любимой партнерше. И для Лизы этот элемент он спас. И Лиза была сегодня просто абсолютно идеальна. Это музыка, которая ей очень нравилась. Она ее услышала, она сама предложила эту короткую программу. Она в ней живет, дышит, видит. И, казалось бы, многие уже ругают, что берут эту малады, что уже надоело, и катано-перекатано, и такая попса фигурного катания. Но у ребят почему-то получается эту программу представить как-то по-другому. И я себе признаюсь, что мне нравится эта программа. И я Павлу Сусаренко сказал еще перед короткими программами, их тренеру, и когда мы так думали, кто на каком месте окажется, я сказал: подожди, у них очень хорошая программа, она очень хорошо поставлена, очень нравится судьям, публике. И все должно быть у них хорошо. Леша Брюханов с Юлией Артемьевой. Прокат сезона для них должен был быть, потому что не получалось у них откатать здорово короткую программу. И тут вышли настолько собрано, настолько уверенно, мощная сарабанда, сделали хорошо подкрут, шикарный просто выброс с длиннейшим выездом, пролетный элемент. А потом пошла параллельный дорожка Сальхов, шагов, который был камнем преткновения весь сезон, и дорожка шагов, и мой любимый трюк.
мой любимый трюк, я сказал, это в моем стиле. Упасть через зубец, споткнуться за линию, как мы только это не называем. Это действительно повод для шуток в фигурном катании, когда ты спотыкаешься зубцом за лед и падаешь вот так на колени. И еще это и происходит прямо во время исполнения элемента. Это была дорожка шагов, и ребята потеряли такие драгоценные баллы, хотя могли захватить лидерство. Это, наверное, тоже подарок теперь уже Леше для Лизы Осокиной на день рождения. Все работают для Лизы Осокиной. Все работают для Лизы Осокиной сегодня. Днем рождения. Немножко для меня было скомканное выступление Щербинина и Петрова, это продолжая о пермских дуэтах, потому что ребята в этом сезоне уже зарекомендовали себя, и, может быть, это как раз повлияло и на судейские оценки, потому что как будто бы ребята для меня катались сегодня чуть хуже, чем обычно, и чуть хуже, чем Меренкова-Галимов, наверное. Не уверен, но я так думаю, что это чисто мое впечатление. Но, тем не менее, ни на балл, ни на 2 они опережают их в турнирной таблице. Все-таки там была чистейше выполненная короткая программа. Здесь был прыжок такой на грани. И выброс был со степ-аутом, то есть тоже с понижением. Где-то еще и тоже в уровнях не добирали ребята. Но это 2 юниорские пары, которым я аплодирую, потому что выйти так на свой первый чемпионат России, так уверенно, здорово откататься, еще и какую-то между собой борьбу навязать, как это было раньше в юниорах годом ранее. То есть ребята большущие молодцы. Я поздравляю также сочинскую школу парного катания, которая усилиями Федора Климова живет, продолжает с 2014 года существовать. И вот уже мы видим таких успешных ребят, которые совсем детского возраста выросли, доросли до чемпионата России и сейчас показывают такое классное катание. В первой разминке кого можно отметить? Можно посмотреть. Валерия Ходыкина, Даниил Бутенко. Новый дуэт. Первый год катаются вместе. Классная программа придумана Анжеликой Крыловой. Ведьмак, известная... Максим, ты извини меня, пожалуйста, что я тебя прерву. Видно, что эти первые 2 разминки на тебя произвели неизгладимое впечатление. И ты живешь парным катанием, но... что было, то было, Макс. А вот то, что будет, вот твои ожидания от последней разминки... Коротенечко. Ой, ну я жду прежде всего, конечно, как и все, противостояния наших 2 мастодонтов парного катания. Во-первых, возвращение на прежний уровень Мишина и Галямова. Ну и стойкости, особенно вот этой моральной, нервной стойкости Козловскому и Саши Байковой, потому что вот именно у них как раз борьба с нервами у этой пары. Но ты вот видел сегодня тренировку. Вот что ты для себя отметил? Что супер пара готова. Просто я давно таких тренировок предстартовых у Саши не видел. Абсолютно спокойно, все делала шикарно. Четверной выброс выезжала, прыжки один за другим просто чеканила всю утреннюю тренировку. Поэтому, если говорить о тренировке, ну, мы знаем, что тренировка — это тренировка. Порой не является показателем будущего успеха. Если бы мы были суеверными, мы бы сказали бы, хоть бы не сглазить. Но это спорт, поэтому все остается только за ребятами. Но у нас, для наших зрителей, есть еще небольшой сюрприз. И с нами готовы поделиться своими эмоциями после короткой программы Таисия Щербинина и Артем Петров. Смотрим. Друзья мои, «Выше нос» — это очень достойное выступление, и прежде чем о нем говорить, я хочу вас поздравить, чтобы зафиксировать в истории этот момент вашего дебюта на взрослом чемпионате России. Может быть, сейчас вы об этом, конечно, не задумываетесь, но это то, что вы будете помнить всю жизнь. Это важная веха в вашей карьере. Вот каким для вас этот дебют получился? Невероятным. Очень крутые ощущения от самих соревнований, такого уже уровня, потому что соревнования такого уровня у нас впервые, и это действительно здорово просто, в принципе, здесь участвовать. Мы действительно очень рады, что нам получилось отобраться на хорошем месте в рейтинге, и мы будем просто работать и стараться дальше, чтобы доводить наши прокаты до идеала. Какие мысли крутились в голове при выходе на лед, и какие слова вы друг для друга нашли, чтобы поддержать, подхлестнуть перед выступлением? Ну, нас в первую очередь настраивают тренеры, за что им большое спасибо. Они всегда знают нужные слова и находят их. А так, кстати, мы друг друга уже, можно сказать, с полуслова понимаем, вообще без слов друг друга понимаем. По одному взгляду уже можем определить, что, как, какой настрой. Я, глядя на Тасю, сразу понимаю. Она 100% так же. Мы друг друга уже чувствуем, поэтому друг с другом мы меньше слов, больше дела. Да, мы в основном не общаемся перед самим прокатом, мы общаемся после утренней тренировки.
на разминке да. в зале перед прокатом, а там уже ходим, настраиваемся. Тёма, для вас взрослый чемпионат России, вот вы катаетесь, другое ли это мироощущение спортсмена? Ну, кому-то может показаться, что это так, как мне тоже по началу сезона казалось. Я очень сильно переживал, волновался, но благодаря Тасе, ее, безусловно, большой поддержке, благодаря поддержке моих родителей, поддержке нашего тренерского штаба, это сейчас кажется уже праздником. Тем более на носу уже Новый год, и мы всем желаем Счастья в новом году. Всех с наступающим. И мы постараемся подарить как нам супер замечательные положительные эмоции, так и зрителям. Процитирую ваших персональных болельщиков, что они писали, это было после этапа Гран-при. Катят, ребята, как дышат, смотреть одно удовольствие. А Таисия такая тоненькая, сильная веточка. Вот, уважаемая сильная веточка, откуда столько сил? Не знаю, просто внутренняя сила, я думаю. И Артем тоже отчасти я его пытаюсь заряжать этой силой. Она, безусловно, заряжает, прям наполняет меня от пят до головы. Ресурс выложиться в произвольную программу есть? Безусловно. Дружно, молодцы, это вам и желаем чистого проката. Что мы уже без слов друг друга понимаем, поэтому... Спасибо, еще раз поздравляем с дебютом. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем парное катание, короткие программы. Мы присоединяемся к словам Таисии и Артема с пожеланиями всем нам хорошего Нового года, хорошего здоровья. Самое главное, что есть ресурс. Самое главное, его вовремя использовать. Впереди еще у нас очень сильные пары, можно сказать, лидеры не только нашего российского парного катания, но и мирового. Сойдутся здесь сейчас буквально через несколько минут и чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира и неоднократные чемпионы России. Это Александр Байковый и Дмитрий Козловский. Ну и, конечно, это летовые чемпионы Европы, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галямов. Ну что ж, сердце начинает немножко уже потихонечку, да, ёкать, потому что, ну вот эпицентр событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом. И слушайте комментарии профессионала, двукратного олимпийского чемпиона Максима Тронькова. Встречаем на льду участников третьей группы. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Третья группа участников абсолютно мощнейшая, насыщенная. Здесь и чемпионы, и претенденты, и пары с такой историей, которую можно рассказывать очень долго. Никакого эфирного времени не хватит. Это завершение сегодняшних соревнований в короткой программе у пар на чемпионате России 2026 года. И, конечно же, символично все эти соревнования в спортивных парах, в стенах юбилейного, где катались по ночам Белоусова с Протопоповым, где Мишин с Москвиной вырастили целое поколение невероятнейших спортсменов. Ну и мы ждем начала
катания. В этой группе, которую откроют Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, ученики Алексея Тихонова, Марии Петровой. Для которых тоже этот дворец спорта юбилейный не чужой, потому что именно здесь Леша с Машей тоже тренировались. Конечно. Чувствуют себя как дома. Конечно. И хочется пожелать, чтобы и спортсмены сегодня тоже себя как дома чувствовали. И Настя с Димой блестяще справились со своей короткой программой. Тем более, что она у них очень классная и поставлена на Албеной Денко и Максимом Ставицким, двукратными чемпионами мира в танцах на льду. Классно, без самомуча. Давно уже подбираются к пьедесталу чемпионата России. В прошлом году были четвертыми. Самое время сражаться за награды. Вслед за ними будут кататься Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Это еще одна пермская пара. Тренеры Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Татьяна Тудвасева. И они в прошлом году не выступали из-за травмы, хотя уже были призерами чемпионата России. Обидно пропущенные сезоны. В этом уже сезоне они были и третьими на Гран-при, и первыми. Причем улучшили между двумя этапами серии Гран-при результат на 30 баллов свой. То есть они прям летят как ракета наверх. Следующими за ними, конечно же, абсолютно мощнейшие Анастасия Мишина, Александр Галямов. Взрослые, опытные обладатели всех возможных наград. Трехкратные чемпионы России, чемпионы мира, чемпионы Европы, бронзовые призеры Олимпийских игр, как в парном катании, так и в команде. И тоже возвращаются в этом сезоне самым драматичным образом, потому что просто не успели даже вот начать тренироваться перед этапами Гран-при. Ну, так бывает, когда у тебя травма и, ну, просто нет времени. Но они входят постепенно, и, может быть, именно здесь, именно сейчас они войдут в ту форму, чтобы не пропустить никого вперед. А это важно. Это не только награды, это и ресурс, это и влияние, это значение какое-то. Но атакуют их, конечно же, давние их соперники, с которыми они постоянно и на чемпионатах России, и на других турнирах встречаются и сражаются. Это Александра Байкова и Дмитрий Козловский, двукратные чемпионы России. Но они 2 года подряд занимали 2-е место и довольно-таки серьезно отставали от Мишина и Галямова. В 23-м году они их опередили, были первыми, но до этого снова проигрывали 2 раза. То есть у них история взаимоотношений, ну сколько, лет 8-10, да? И их тренер Станислав Морозов, который их сейчас тренирует в школе Этери Тутберидзе. Как раз тоже мы видим на заднем плане Данил Маркович, Глейхенгаус, Этери Георгиевна, Сергей Викторович Дудаков. Школа. Все здесь, все в поддержку Саши с Димой. В короткой программе все присутствуют. И это, конечно, какая-то вот новая, необычная жизнь, вдохновение определенное у Байкова и Козловского, безусловно, есть, и оно выражается в том числе в техническом. Вот она, вся группа Хрустального, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгаус и Станислав Морозов. Ну и в своих думах руководство Федерации фигурного катания. Еще раз, кстати, хочется сказать, что ну, на каком-то совершенно потрясающем уровне соревнований мы сегодня находимся. Это чемпионат России, который достоин абсолютно чемпионата мира по организации. Все это благодаря Федерации фигурного катания и Первому каналу. Просто сумасшествие. На ваших экранах Мария Петрова, Алексей Тихонов, которые тоже всегда срывают аплодисменты в зале. Ну и если вот вернуться к этому противостоянию, шаг вперед одни делают, шаг вперед другие. Вот Байкова и Козловский, они выбрали какую-то определенную стратегию с этим своим четверным выбросом. Это как будто бы в этом сезоне Байкова и Козловский успокоились и просто хотят хорошо кататься, ни с кем не соревноваться. Вот это самое главное. То, что мы пытались им в течение 2 сезонов внушить, что не надо гоняться за Мишиным и Галямовым.
просто делайте свое дело. Я им желаю его сегодня сделать. То есть все равно во главе угла находится психология, да? Конечно. И когда она есть при наличии определенного технического арсенала, то и все работает. Ну хорошо, это потрясающая интрига, и мы ждем. Разминка закончена. Вот они, опытные, творческие, целеустремленные Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. В прошлом году подобравшиеся к пьедесталу чемпионата России. На Гран-при призы не дались им просто так. Все в соперничестве, за каждый балл, за каждый элемент. Но при всем этом они никогда не забывают оставаться настоящими артистами. «Bésame mucho» — бессмертная песня о первой раздирающей любви. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Ну что ж, браво, браво, ребята. Браво Петрова и Тихонов подготовили таких ребят. Браво Денкова и Ставицкий за эту постановку. И браво Мухартова и Евгеньев за то, что так это сделали здесь на чемпионате России. Молодцы. Есть над чем подумать судьям, но нам, зрителям, конечно, как всегда понравилось. Опять мини-спектакль. Опять все очень артистично, мощно, в музыку, так как эти ребята умеют это делать. Официальный партнер Федерации фигурного катания на коньках России Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Они все
всех себя отдали, конечно, этой программе. И это было очень красиво. Пели всю программу. Справился. И были такие радостные во второй половине, когда все получилось. Прямо излучали удовольствие от исполнения этой программы. Что скажешь про подкрут? Я вот сейчас внимательно как раз разглядывал этот элемент, что же там не взяли судьи, и вот сейчас, видимо, не взяли ловлю, потому что коснулась Анастасия партнера, на приземлении этого делать нельзя. Контакт может быть только талия и кисти рук партнера. Тут немножко плеча было касание, поэтому потеряли уровень здесь. А вот выброс, кстати, придержала ножку, но обыграла, да, хореографии. Видно было, что сложно было выезжать, но тем не менее уже на опыте так дотянула Анастасия, такую хитрость проявила. Не отдавать. Даже если что-то идет Ну и, не кстати, так. на прыжке судьи, как мне кажется, находят как будто бы недокрут на Сальхове. Ой-ой-ой. Так что сейчас потихонечку, помаленечку техническая оценка Потеряют, да? Будет опускаться, да. Сколько вот на таком недокруте, на Сальхове теряется баллов, получается? Ведь судьи уже не могут поставить высокую оценку минус за исполнение. 0,25 сразу же. Это значит, получается, балла 1,5 ты взял и потерял, да? Да, и в таком плотном соперничестве с Осокиной и Грицаенко вот еще споткнулась на дорожке Анастасия в самый последний шаг. Как будто бы потеряла немножко контроль. Ну и не очень большие плюсы на завершающем параллельном вращении, хоть оно и 4-го уровня, но тоже не в самом есть конце расхождение. разошлись, да, в самом конце, и это тоже Но тем не менее они довольны этим прокатом, то есть как программа всегда минимум может быть сделала, как лучше, или так и как? хуже. Или они просто такие позитивные? За исполнение короткой программы. Даже шепотом слышно, что говорит Дмитрий Евгеньев. И, ну что ж, они уступают 15 сотых Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову. И таким образом оказываются на 3-й позиции сейчас. А лидерам они уступают около 2 баллов. На лед приглашаются Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Это динамичная программа, выбрана для возвращения Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова после травмы. Музыка символизирует их боевой настрой и готовность снова драться за лидерство, энергия, динамика, энтузиазм. Ну а мощное катание всегда их сильная сторона, что бы ни произошло. После победы в Омске Катя сказала: «Я получала удовольствие от каждого движения, потому что мы снова в строю». Right off of your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Right off your feet. Boom, 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 boom. Oh, I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Knock you off
как же жаль, какой же классный это дуэт. Я так за них болею, переживаю. Потому что, нравится мне эта пара, нравится своей этой мощью, своей этой амплитудой в исполнении элементов. Но, к сожалению, сегодня, конечно, грубейшая ошибка, падение и видимое расстройство на лице Катюши. И какой классный партнер Мотя, который успокаивает, поддерживает свою партнершу. Я уверен, что он ей говорит: все у нас получится, ты же знаешь, как мы умеем, как мы выйдем, как мы отбомбим просто свою произвольную программу. Именно так и должно быть. Настоящее партнерство, настоящее парное катание. Все равно, ребят, огромные молодцы. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Слушай, они как выехали на свою программу, это какая-то повышенная скорость. То есть за сегодняшний день мы такого скоростного катания не видели, по-моему, еще. Да, это одна из таких черт, которые эту пару говорят об этой паре. Это классно, это здорово, это мощь, это буквально такая... Сметают они все на своем пути, и прям ветер на арене от их катания ощутим. Не слышно нам что-то сдержанно, Павел Слюсаренко говорит ребятам, потому что, конечно, это основной его актив. Именно на эту пару все возлагают огромные надежды. В таком настроении классном выехали, начали. Но, честно говоря, даже с этим катанием, даже с этим падением, я уверен, что супер низких баллов не будет. Ну да, потому что конечно. все остальное настолько здорово. Но они, сделано, наверное, нацелились на такие самые высокие плюсы. места. Но они уже обыгрывали чемпионов мира Мишину и Галямова. В том Между числе, прочим, в этой хотят разминке, еще. по итогам этого сезона, это удивительно, но это факт. Рейтинг самый невысокий получается у Мишина и Галямова, потому что у них только 2 вторых места на этапах серии Гран-при. 2 вторых места. Да. Здесь у каждой пары есть первое место. У Чекмарева-Яченкова есть 1 и 3. 2 первых места у Байкова и Козловского. Такова статистика, это Да, правда. 1 и 3 место у Мухартова и Евгеньева. То есть в этой разминке только без первого места пока в этом сезоне только Настя и Саша. И, Да. конечно же, ему очень хочется эту ситуацию исправить. И уже, А всем остальным вцепиться и дожать. Да, остальным вцепиться и дожать, да. Да. И мы Слушай, понимаем, как и волнительно в то же время ребятам, потому что когда сезон не задался, уже я считал другие обороты эмоции. на Тодосе. Все равно даже второй дали. Я прям чего-то не... А мне казалось, что все-таки есть количество оборотов нужное. Нет? Ну, я уже после выброса, честно говоря, так расстроился и просто уже как-то досматривал программу, поэтому, Да. к сожалению, не смогу вам сказать, почему он только второго, за но, техническую бригаду не ответишь. скорее всего, положение не было оптимальным для того, чтобы засчитать все 3 выполненных оборота. Это обычно классическая такая ошибка. Катя, все получится, не переживай. Ну, в конце концов, борьба только началась. Все-таки это соревнование из 2 программ. И вторая будет произвольная. А сейчас они уступают Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко менее балла. И пока они вторые. Но это уже как минимум сильнейшая разминка. Но по компонентам, конечно же, выигрывают у всех на данный момент. На лед приглашаются Анастасия Мишина, Александр Ну и вот они, Галямов. чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и 3-кратные чемпионы России. Так уж получилось, что их катание, их переживание – это главный источник драмы в начале этого сезона. И хотелось бы полегче, но вот не получается. И дольше века длится день. Но они профи, они бойцы, и сегодня мы празднуем. Врубай застольную! La
Буквально взрывается юбилейными овациями, и все по делу, потому что, ну, сегодня вот это катание тех самых Мишина и Галямова, к которому мы привыкли. Все четко, без единой помарки, абсолютно идеально выполненные элементы. Скажешь ли ты, что вот это катание, мне просто интересны твои ощущения как спортсмена, вот когда, например, они выполнили выброс, но мне очень понравилось, но это элемент с запасом был или такой чуть-чуть на выбросы грани? Нет? Вообще отличительная черта Насти, она здорово из них приземляется, очень ловкая партнерша, то есть она абсолютно чувствует этот элемент, и я вспомню, может быть, раз-два, когда видел ошибку на этом элементе у Мишина и Галямова. Опять же, Сальхов очень напряженно заходили на разминке у Саши с ошибкой. Он был выполнен, но, тем не менее, очень четко, близко друг к другу. И синхронно. Очень синхронно был выполнен. Я не насчитал 3 оборотов в Тодосе у Саши, ну и, по-моему, также и техбригада не досчитала. То есть это единственный момент, где у ребят уровень 3, а не 4. Все остальное здорово. Дорожка, ну, дорожка тоже 3-го, но это, в принципе, нормально, допустимо. Это все равно хорошо. 3-й уровень дорожки, это все равно здорово. Это все равно 4-й получить очень-очень сложно. Ну, вот скажи, Анастасия, Александр на этапах Гран-при, они в короткой же тоже все время выглядели достаточно крепко, да? Ну, то есть были там у них, конечно, и помарки, то есть все, но в короткой они, по-моему, каждый раз лидировали. У них Я не помню, на контрольных прокатах или где-то на этапах тоже был прыжок у Насти сорван. И были сложности с прыжком, я точно помню, в этом сезоне именно с Сальховым в короткой программе, потому что ребята жаловались, что их немножко борт поджимает, что поменьше площадка, еще что-то. Поэтому были сложности, но это лучший прокат абсолютно точно в сезоне. То есть лучше я не видел. И как будто бы ребята абсолютно понимали, что они делают на каждом из элементов. То есть мне вообще не было нигде тревожно за то, что что-то не получится. Вот 4-й уровень поддержка, все четко, все положения соблюдены, сложный вход, сложный выход. Не к чему придраться. А на сложном входе в поддержку тоже у тебя ничего не дрогнуло? Мне просто... Нет. Нет? Как обычно. Ну, обычно я просто Саша так волновался, поэтому я думаю, что я зря, получается, волновался. А ты так вот спокойно на это все смотришь. Абсолютно, да, потому что я видел, что ребята абсолютно катаются
Осознанное катание – это залог успеха в короткой программе. Значит, это были не мои надо никуда внутренние нестись, проблемы. Надо спокойно сделать техническую часть. Артур Минчук, Тамара Николаевна Москвина. И оценки все в максимальном, ну, не максимальном по значению, но в максимально зеленом цвете, да, от судей. И они на первом месте, опережая на 9 почти что баллов, на 8,5 Осокину и Грицаенко. Но самое важное на сегодня еще впереди, потому что соперничество между двумя парами, конечно же, за лидерство между Мишиной и Галямовым и между теми, кто выйдут сейчас на лед. На лед приглашаются Александра Байкова, Дмитрий Лидеры этого сезона Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Программа на музыку из фильма «Убить Билла» идеально подчеркивает их дерзкий, агрессивный стиль. Гонка вышла на новый уровень, технический, психологический, эмоциональный, и мы, мне кажется, видим на льду совсем других Александру и Дмитрия. Они меняются. Ну и вот пусть каждый решит сам для себя, как так получается. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons change the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Music played and people say, just for me to change man's I shot you down, bang bang. You hit the ground. I used to shoot you Все в шоке, все разводят руками, все нервничают. О, Могли ребята сейчас навязать борьбу Мишиной и Галямову просто потому, что по уровням. ну, ребят, ты посмотри, всё. дорожка последняя, 4-го уровня. Да там судьи. Тодос 4-го. Тодос 4-го уровня. То, что касается Подкрутка. парных элементов, все было настроено идеально. Но вот эта вот голова, которая ногам покоя не дает Сашина,
Сначала на очень жестких ногах. Этот тройной сальхов. Воткнулась, спасла, начала делать какие-то корректировки перед выбросом, помягче решила приземлиться. И настолько коленом сработало, что не сработало, провалилось. И, к сожалению, только степ-аут. Видимо, что расстроены ребята. Кинем им зайца, который к нам прилетел на пульт комментаторский. И продолжим комментировать прокат этой короткой программы. Конечно же, здесь преимущество явное, наверное, все-таки в чистом прокате Мишина и Галямова сегодня. Но я не думаю, что будет какое-то огромное отставание, которое невозможно будет нивелировать в произвольной. Тем более, что произвольная программа у Мишина и Галямова в этом сезоне совсем не получается. Козырь в рукаве в виде четверного сальховского выброса есть у Димы с Сашей, поэтому посмотрим. Это будет интересная борьба в произвольной. Ну, какие у нас здесь, значит, получаются потери? На Сальхове просто недополучают плюсов. Да, на Сальхове здесь вообще не дотолкнулась. Но она докрутила, она просто спину уронила на этом элементе. И хорошо, что даже кто-то отплюсовал его. Подкрутка была выполнена лучше, чем у Мишина и Галямова. И надбавок, потому что она амплитуднее. И надбавок гораздо больше. Там, наверное, на балл где-то больше, чем Анастасия и Саша получают ребята. Да, на балл. Вот. И вот этот вот пресловутый выброс, где просто делай выезд и выигрывай короткую программу, но, как всегда, есть пресловутое и на «но». выезде, то есть на выбросе еще где-то балла 2,5, получается, тоже упустили. И вот она оценка за технику Вот это нервы. Меньше, это при том, что все остальные элементы действительно на высочайшем уровне. И с плюсами. Тодос четвертый, да. И я считал, прямо говорил, надо делать четверку, чтобы догонять. Потому что там, где было недоработано у Мишина и Галямова, надо было сделать лучше. И это, в принципе, ребят, сегодня получилось. Но нужно было и свое сделать, свою координацию, как мы это называем, координационные элементы. И здесь, конечно, и прыжок был менее качественно сделан, и выброс с ошибкой. Да уж. Вот это соревнование у нас сегодня в завершении. Я думаю, что около 1,5-2 баллов ребята, наверное, уступят. Но, повторюсь, вся борьба будет произвольной. А потеряли вот на ровном месте, грубо говоря, балла 3-4. Так, 3-3,5. Да. И по технике они уступают 1,5 балла. И практически идентичная оценка за компоненты. И вот эти 1,5 балла за технику они и проигрывают своим основным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Это и очень оказываются на втором проката. месте. Это прям борьба в самом разгаре. А остальные отстают на 7 баллов минимум, да. Осокина, Грицаенко, Чекмарев, Янченков практически идентичный результат. Значит, борьба еще вся впереди. Итак, закончилось парное катание на сегодня, закончились соревнования на сегодня. Результаты на ваших экранах. Все, как мы и предполагали. Все, как мы и предполагали, непредсказуемо, но увлекательно. Что ж, за бронзу завтра будет схватка, конечно, сумасшедшая, потому что отставание вплоть до 7-го места можно назвать незначительным. Всего лишь 2 балла, и любая из этих пар. И Осокин, Грицаенко, Чекмарев, Ченков, Артемьев, Брюханов, Мухартова, Евгеньев, Щербинина, Петров. Ну вот все технически они могут впрыгнуть на пьедестал. Очень интересно было наблюдать за вот этим катанием лидеров Мишина и Галямова, потому что, конечно, столько драматизма, сколько они дают нам в этом сезоне, может быть, не дает вообще никто. И интервью с лидерами прямо сейчас в Кисенкрай. Именно так и должно быть. Настоящее партнерство. Настоящее парное катание. Все равно, ребят, огромные молодцы. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России.
Слушай, они как выехали на свою программу, это какая-то повышенная скорость. То есть за сегодняшний день мы такого скоростного катания не видели, по-моему, еще. Да, это одна из таких черт, которые эту пару говорят об этой паре. Это классно, это здорово, это мощь, это буквально такая... Сметают они все на своем пути, и прям ветер на арене от их катания ощутим. Не слышно нам что-то, сдержанно Павел Слюсаренко говорит ребятам, потому что, конечно, это основной его актив. Именно на эту пару все возлагают огромные надежды. В таком настроении классном выехали, начали. Но, честно говоря, даже с этим катанием, даже с этим падением, я уверен, что супер низких баллов не будет. Ну да, потому что конечно. все остальное настолько здорово Но они, сделано. наверное, нацелились на такие самые высокие плюсы. места. Но они уже обыгрывали чемпионов мира Мишину и Галямова. В том Между числе, прочим, и в этой хотят разминке, еще. по итогам этого сезона, это удивительно, но это факт. Рейтинг самый невысокий получается у Мишина и Галямова, потому что у них только 2 вторых места на этапах серии Гран-при. 2 вторых места. Да. Здесь у каждой пары есть первое место. У Чекмарева-Яченкова есть 1 и 3. 2 первых места у Байкова и Козловского. Такова статистика, это Да, правда. 1 и 3 место у Мухартова и Евгеньева. То есть в этой разминке только без первого места пока в этом сезоне только Настя и Саша. И, Да. конечно же, ему очень хочется эту ситуацию исправить. И уже, А всем остальным вцепиться и дожать. Да, остальным вцепиться и дожать, да. Да. И мы Слушай, понимаем, как и волнительно в то же время ребятам, потому что когда сезон не задался, уже я считал другие обороты эмоции. на Тодосе. Все равно даже второй дали. Я прям чего-то не... А мне казалось, что все-таки есть количество оборотов нужное. Нет? Ну, я уже после выброса, честно говоря, так расстроился и просто уже как-то досматривал программу, поэтому, Да. к сожалению, не смогу вам сказать, почему он только второго, за но, техническую бригаду не ответишь. скорее всего, положение не было оптимальным для того, чтобы засчитать все 3 выполненных оборота. Это обычно классическая такая ошибка. Катя, все получится, не переживай. Ну, в конце концов, борьба только началась. Все-таки это соревнование из 2 программ. И вторая будет произвольная. А сейчас они уступают Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко менее балла. И пока они вторые. Но это уже как минимум сильнейшая разминка. Но по компонентам, конечно же, выигрывают у всех на данный момент. На лед приглашаются Анастасия Мишина, Александр Ну и вот они, Галямов. чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и 3-кратные чемпионы России. Так уж получилось, что их катание, их переживание – это главный источник драмы в начале этого сезона. И хотелось бы полегче, но вот не получается. И дольше века длится день. Но они профи, они бойцы, и сегодня мы празднуем. Врубай застольную!
буквально взрывается юбилейными овациями, и все по делу, потому что, ну, сегодня вот это катание тех самых Мишина и Галямова, к которому мы привыкли. Все четко, без единой помарки, абсолютно идеально выполненные элементы. Скажешь ли ты, что вот это катание, мне просто интересны твои ощущения как спортсмена, вот когда, например, они выполнили выброс, но мне очень понравилось, но это элемент с запасом был или такой чуть-чуть на выбросы грани? Нет? Вообще отличительная черта Насти, она здорово с них приземляется, очень ловкая партнерша, то есть она абсолютно чувствует этот элемент, и я вспомню, может быть, раз-два, когда видел ошибку на этом элементе у Мишина и Галямова. Опять же, Сальхов очень напряженно заходили на разминке у Саши с ошибкой. Он был выполнен, но, тем не менее, очень четко, близко друг к другу. И синхронно. Очень синхронно был выполнен. Я не насчитал 3 оборотов в Тодосе у Саши, ну и, по-моему, также и техбригада не досчитала. То есть это единственный момент, где у ребят уровень 3, а не 4. Все остальное здорово. Дорожка, ну, дорожка тоже 3-го, но это, в принципе, нормально, допустимо. Это все равно хорошо. 3-й уровень дорожки, это все равно здорово. Это все равно 4-й получить очень-очень сложно. Ну, вот скажи, Анастасия, Александр на этапах Гран-при, они в короткой же тоже все время выглядели достаточно крепко, да? Ну, то есть были там у них, конечно, и помарки, и то и все, но в короткой они, по-моему, каждый раз лидировали. У них Я не помню, на контрольных прокатах или где-то на этапах тоже был прыжок у Насти сорван. И были сложности с прыжком, я точно помню, в этом сезоне именно с Сальховым в короткой программе, потому что ребята жаловались, что их немножко борт поджимает, что поменьше площадка, еще что-то. Поэтому были сложности, но это лучший прокат абсолютно точно в сезоне. То есть лучше я не видел. И как будто бы ребята абсолютно понимали, что они делают на каждом из элементов. То есть мне вообще не было нигде тревожно за то, что что-то не получится. Вот 4-й уровень поддержка, все четко, все положения соблюдены, сложный вход, сложный выход. Не к чему придраться. А на сложном входе в поддержку тоже у тебя ничего не дрогнуло? Мне просто... Нет. Нет? Как обычно. Ну, обычно я просто Саша так волновался. Поэтому я думаю, что я зря, получается, волновался. А ты так вот спокойно на это все смотришь. Абсолютно, да. Потому что я видел, что ребята абсолютно катаются осознанно. Осознанное катание – это залог успеха в короткой программе. Значит, это были не мои надо никуда внутренние нестись, проблемы. Надо спокойно сделать техническую часть. Артур Минчук, Тамара Николаевна Москвина. И оценки все в максимальном, ну, не максимальном по значению, но в максимально зеленом цвете, да, от судей. И они на первом месте, опережая на 9 почти что баллов, на 8,5 Осокину и Грицаенко. Но самое важное на сегодня еще впереди, потому что соперничество между двумя парами, конечно же, за лидерство между Мишиной и Галямовым и между теми, кто выйдут сейчас на лед. На лед приглашаются Александра Байкова, Дмитрий Лидеры этого сезона Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Программа на музыку из фильма «Убить Билла» идеально подчеркивает их дерзкий, агрессивный стиль. Гонка вышла на новый уровень, технический, психологический, эмоциональный, и мы, мне кажется, видим на льду совсем других Александру и Дмитрия. Они меняются. Ну и вот пусть каждый решит сам для себя, как так получается. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons change the time. When I grew up, I called it mine. You would always laugh and say
remember when we used to play bang bang. I shot you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Music played and people say, just for me to change man's I shot you down, bang bang. You hit the ground. I used to shoot you down. Все в шоке, все разводят руками, все нервничают. О, Могли ребята сейчас навязать борьбу Мишину и Галямову просто потому, что по уровням. ну, ребят, ты посмотри, всё. дорожка последняя, 4-го уровня Да, там судьи. Тодос 4-го. Тодос 4-го То, что уровня. касается Подкрутка. парных элементов, все было настроено идеально. Но вот эта вот голова, которая ногам покоя не дает Сашина, сначала на очень жестких ногах, этот тройной Сальхов, воткнулась, спасла, начала делать какие-то корректировки перед выбросом, помягче решила приземлиться. И настолько коленом сработало, что не сработало, провалилось. И, к сожалению, только степ-аут. Видимо, что расстроены ребята. Кинем им Зайца, который к нам прилетел на пульт комментаторский. И продолжим комментировать прокат этой короткой программы. Конечно же, здесь преимущество явное, наверное, все-таки в чистом прокате Мишина и Галямова сегодня. Но я не думаю, что будет какое-то огромное отставание, которое невозможно будет нивелировать в произвольной. Тем более, что произвольная программа у Мишина и Галямова в этом сезоне совсем не получается. А козырь в рукаве в виде четверного сальховского выброса есть у Димы с Сашей. Поэтому посмотрим. Это будет интересная борьба в произвольной. Ну, какие у нас здесь, значит, получаются потери? На Сальхове просто недополучают плюсов. Да, на Сальхове здесь вообще не дотолкнулась. Но она докрутила, она просто спину уронила на этом элементе. И хорошо, что даже кто-то отплюсовал его. Подкрутка была выполнена лучше, чем у Мишина и Галямова. И надбавок, потому что она амплитуднее. И надбавок гораздо больше. Там, наверное, на балл где-то больше, чем Анастасия и Саша получают ребята. Да, на балл. Вот. И вот этот вот пресловутый выброс, где просто делай выезд и выигрывай короткую программу, но, как всегда, То есть пресловутое и на «но». выезде, то есть на выбросе еще где-то балла 2,5, получается, тоже упустили. И вот она оценка за технику Вот это оказывается нервы. меньше. Это при том, что все остальные элементы действительно на высочайшем уровне. И с плюсами. Тодос 4-й, да. И я считал, прямо говорил, надо делать 4-ку, чтобы догонять. Потому что там, где было недоработано у Мишина и Галямова, надо было сделать лучше. И это, в принципе, ребят, сегодня получилось. Но нужно было и свое сделать, свою координацию, как мы это называем, координационные элементы. И здесь, конечно, и прыжок был менее качественно сделан, и выброс с ошибкой.
Да уж. Вот это соревнование у нас сегодня в завершении Я думаю, первого что дня. около 1,5-2 баллов ребята, наверное, уступят, но, повторюсь, вся борьба будет произвольной. А потеряли вот на ровном месте, грубо говоря, балла 3-4. Так, 3-3,5. Да, и по технике они уступают 1,5 балла. И практически идентичная оценка за компоненты. И вот эти 1,5 балла за технику они и проигрывают своим основным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Это и очень хорошо оказываются для на такого втором проката. месте. Это прям борьба в самом разгаре. А остальные отстают на 7 баллов минимум, да. Осокина, Грицаенко, Чекмарев, Янченков практически идентичный результат. Значит, борьба еще вся впереди. Итак, закончилось парное катание на сегодня, закончились соревнования на сегодня. Результаты на ваших экранах. Все, как мы и предполагали. Все, как мы и предполагали, непредсказуемо, но увлекательно. Что ж, за бронзу завтра будет схватка, конечно, сумасшедшая, потому что отставание вплоть до 7-го места можно назвать незначительным. Всего лишь 2 балла, и любая из этих пар, и Осокин, Грицаенко, Чекмарев, Ченков, Артемьев, Брюханов, Мухартова, Евгеньев, Щербинина, Петров, ну вот все технически они могут впрыгнуть на пьедестал. Очень интересно было наблюдать за вот этим катанием лидеров Мишиной и Галямова, потому что, конечно, столько драматизма, сколько они дают нам в этом сезоне, может быть, не дает вообще никто. И интервью с лидерами прямо сейчас в Кисен-Край. Вы даже знать этого не хотите. Вот это вот шаг прекрасен. И всего этого. Как это бывает? Ну что ж, к завершению все-таки наступает тот момент, когда мы вынуждены попрощаться. Но все же напоследок, как вот просто вкусненький десерт для вас, та пара, которая на данный момент занимает лидирующую позицию. Анастасия Мишина, Александр Галямов уже у нас, Женей Медведевой в студии. Ну и, конечно, первое, что хочется сказать, спасибо за этот накал, за эти скорости и чистое катание. Получили кайф от сегодняшнего проката, потому что все-таки чемпионат России – это самый главный турнир сезона. И здесь уже немножко по-другому ощущаешь то, что происходит на льду. Да, получили хорошее удовольствие от проката. Очень хорошо прокатили. И дальше будем готовиться к произвольной программе. С каким настроем выходили сегодня на лед? Мне показалось, что вы прям мега спокойные. Я видела, что перед прокатом Настя что-то поднимала со льда, относила рефери, где там лепесточки какие-то собирала. И вот как-то вот, ну вот от вас веяло именно спокойствием и уверенностью в том, что вы выйдете сейчас и все сделаете. Да, выходили спокойными, настроенными, с боевым настроем. Вот, упал скотч с потолка, и это даже как-то немножко разбавило ситуацию. Вот, поэтому все было хорошо сегодня. Но вас мы так смотрим, что потихонечку набираете и чистоту исполнения многих элементов. Ну, не будем как бы закрывать глаза. Конечно, ряд элементов, в том числе и поддержки, какие-то не получались на этапах Гран-при. Понимаю, что была в любом случае проведена определенная работа, но вы обрели вот ту самую уверенность, поправьте, если я не прав, но вот уверенность и в партнере, и в своей второй половинке партнерши. Именно чтобы работали как единый организм. Мы уже давно знаем, что нам нужно делать, чего мы хотим. И просто идем вдвоем к нашей общей цели. У вас будет немного времени для того, чтобы выдохнуть перед произвольной программой. Вы вот вообще как больше любите? Вот сесть вместе, обсудить, что было в короткой программе? Потому что все-таки, если доверять табло, у вас и несколько элементов не 4-го уровня. Все-таки есть еще какие-то моменты, возможно, которые вы хотите подтянуть. Или все, короткую откатали, забыли, думаем только о произвольной. Вот вы какого метода придерживаетесь обычно? Ну, те элементы, которые у нас есть произвольные, например, я, честно говоря, не знаю, что у нас 3-го уровня, но, например,
если это подкрутка, то мы можем подправить за один день какие-то детальки, чтобы в произвольной был 4-й. Но если это какие-то элементы типа дорожка, Дорожка, по-моему, шагов точно. Вот один из двух элементов, который на 3. И Тодос. Да, на самом деле это удивительно. Но тогда мы это будем уже разбирать после произвольной программы. Ну, насколько я понимаю, Саш, дорожка шагов, именно перейти условно с 1 на 2, со 2 на 3 и так далее, достаточно много усилий, и не только физических, затрагивает этот переход. А Тодос легче устранить вот эта разница в уровнях? Или что-то вот прям... Я понимаю, что вы удивлены, потому что вы, собственно, все, вы пара 4-го уровня всех элементов, но вот сегодня вот так. Что это, возможно, было? Для начала нужно разобрать и пересмотреть по видеоповтору этот элемент, и чтобы понять именно зрительно, увидеть, что не так было сделано, какие, в принципе, мы многие элементы разбираем, чтобы посмотреть на себя. Даже, например, на тренировке у нас тренеры снимают наши элементы, наши прокаты, и мы уже со стороны видим, как и что нужно добавлять. Понятно, да, Тамара Николаевна, там, Артур Леонидович, Николай Юрьевич, они, да, видят как зрительно, но и нам тоже нужно понимать, как правильно нужно тоже сделать, чтобы мы хорошо ощущали эти нюансы в элементах. Основная задача на сегодня для вас какая стояла? Вы вообще думали о том, что вот чемпионат России, надо выходить, надо выигрывать? Или, может быть, вы преследовали сегодня какие-то свои цели личные? Ну, условно, вот этот путь, да, желание победить, ну, естественно, а иначе зачем вообще выходить на лед и тренироваться? Естественно, задача на этом турнире – золотые медали национального первенства. Вы делите этот путь на какие-то этапы, условно, короткое, мы сосредоточены, или вы берете прям всю ответственность за весь путь? Скорее задача сделать каждый элемент, то есть перед каждым элементом думать про вот этот конкретный элемент. И тогда уже и победа будет ближе, а если нет, то мы сделали все, что могли. С каким настроем произвольная программа? Спокойствие и боевой настрой. Но вот именно лидерство после короткой вам добавляет обычно? Если Или вот так, ответственность. или наоборот, как бы выходить на лед произвольной программы, будучи лидерами турнира, это давит или наоборот добавляет? Каждый сам для этого ищет какие-то плюсы, и в этом же есть сам спорт. И из этого нужно учитывать для себя, тоже искать какие-то для себя плюсы, чтобы это только помогало. За нашу карьеру каких только вариантов не было. С 3 на 1, с 1 на 3. Поэтому... Ну, лучше остаться на том, что вы делали часто. Это с 1 и на 1. Очень будем стараться. Остаться на этой траектории. У вас есть еще немного времени до произвольной программы, целый день тренировочный. Мы желаем вам проверить все элементы, убедиться, что у вас все на месте, успеть отдохнуть, вкусно покушать, поспать, восстановиться. Я вижу, как ребята заулыбались. Это абсолютно точно нужно для полного восстановления спортсменов. Мы желаем вам просто вот выйти спокойно, откайфовать в произвольной программе. Не смеем вас больше. Желательно с чистыми элементами. Желательно, конечно. Желательно с хорошими баллами, чтобы мы все кайфанули. Леша, давай больше не будем держать ребят. У нас еще на подходе Максим Троньков. Он здесь где-то бегает рядом. Сначала мы послушаем о том, что сказали Байков и Козловский после короткой программы. Ну а сейчас прямо мне вспомнилось о том, как «Зенит» тоже же немножко сложно втягивался в сезон, но сейчас выигрывает одну игру за другой. Собственно, раз сердце твое принадлежит футбольному клубу «Зенит», то и желаем, чтобы вот вместе с ним также продолжать штурмовать все новые и новые победы. Спасибо. Спасибо. Удачи в произвольной. Ну а сейчас давайте послушаем все-таки Байкову и Козловского. Ребят, спасибо вам большое за это выступление. И, вы знаете, я голосовал против упаднических настроений, поэтому, пожалуйста, улыбнитесь. Вы молодцы, и вы все умеете в этом виде спорта. Как сами можете оценить эту короткую программу, короткий прокат на чемпионате России? Я могу сказать, что прокат получился нормальным. Да, была допущена у нас одна ошибка, но в остальном, я могу сказать, прокат был хорошим. За него мы получили приличные баллы. Находимся в борьбе. Я думаю, что такой самый минимальный план мы выполнили, и в определенный
диапазон баллов мы также попали. Саша, ведь даже после обидной помарочки собрать программу и додержать – это тоже большая победа, не так ли? Ну, это короткая программа, тут не так много элементов, поэтому не так сложно себя собрать после этого. Просто, к сожалению, не получается получить такое удовольствие, которое хотелось бы. А давайте еще о более приятном. Родной Санкт-Петербург с возвращением сюда, с возвращением юбилейной. Особенный для вас это всегда чувство выступления при любимой вашей петербургской публике. Да, конечно, это всегда праздник для нас. Мы всегда очень рады здесь выступать. И очень классно, что именно 10-й чемпионат России, юбилейный для нас, мы встречаем здесь, в юбилейном. Там сегодня целая интернет-виртуальная демонстрация развернулась по поводу желтого комбинезона. Наконец-то болельщики снова увидели желтый комбинезон. Считаете ли вы, что он выгоднее играет в этой программе вашей? Я считаю, ну это мое личное мнение со стороны, что он выглядит очень смачно и по-киношному. То есть если мы берем черный костюм, он такой стандартный, базовый, абсолютно понятный. Этот костюм, он по-настоящему смачный, яркий и очень хорошо подчеркивает Сашину, по моему мнению, просто идеальную фигуру. Спасибо. Вердикт от обладателя костюма будет? Ну, я считаю, что этот костюм очень заметный, потому что желтый цвет не так часто можно увидеть в фигурном катании, и он, именно этот костюм привлекает больше внимания к себе. За счет этого, наверное, он в чем-то выигрышнее. Но черный костюм я тоже очень сильно люблю, потому что это такая прям кутюрная работа. Это платье было вдохновлено Жан-Полем Готье, его коллекцией, по-моему, 2000 года. Вот, поэтому мне два костюма нравятся, просто в определенных ситуациях мы подбираем определенные костюмы. Сейчас нужно было особое внимание, поэтому желтый. Перед произвольной программой, как правильно провести день перерыва, как разгрузить голову в хорошем понимании этого слова, как готовить себя эмоционально? Провести легкую, ненапряженную тренировку и все. Желаю вам хорошей тренировки и хорошей произвольной программы. Главное, чистой. Спасибо большое. Спасибо. Мы тоже желаем ребятам хорошей произвольной программы. Это были Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Мы благодарим всех наших зрителей, а мы отправляемся на заслуженный отдых до завтрашнего утра. В 8:30 уже начинаются тренировки. Вы можете подключиться к трансляции и следить за тренировками вместе с вами. Ну а турнир начинается в 15:30. Записывайте, не забывайте и оставайтесь с нами. Сначала будут женщины, а потом мужчины. И, друзья, заводите, пожалуйста, свои будильники, просите своих знакомых напомнить, разбудить вас, для того, чтобы в 8:30 уже, собственно, лицезреть то, что будет происходить здесь, в Ледовом дворце. Как говорится, турнир нельзя выиграть тренировками, но по этим самым тренировкам у нас у всех может сложиться впечатление о том, насколько богат внутренний мир того или иного спортсмена. Обо всем этом, вновь повторюсь, в 8:30 уже завтрашнего дня трансляции здесь, из Ледового дворца. Но основные турниры в 15:30. А мы Женя Медведева, двукратная чемпионка мира. Ягудин. Чемпионат России на первом пропустить нельзя. До завтра.